Его называли певцом женской красоты. Одни восхищались его картинами, другие упрекали художника в чрезмерной чувственности. Поль Жерве писал нимф, богинь, прекрасных незнакомок и создавал роскошные росписи для дворцов, казино и правительственных зданий. Сегодня его имя известно куда меньше, чем имена его знаменитых современников, хотя когда-то заказы ему давали министры и президенты. Почему художник, покоривший Францию эпохи Белл-эпок, оказался почти забытым, и чем его картины продолжают завораживать зрителей спустя более 100 лет? Добро пожаловать на наш канал! Если вам интересна живопись, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. А если хотите поддержать канал, нажимайте «Супер спасибо» и кнопку «Хайп». Она помогает продвигать видео и знакомить с искусством еще больше людей. Спасибо, что вы здесь. Поль Жерве. Художник, который превратил красоту в культ. Конец XIX века во Франции часто называют прекрасной эпохой – Белл-эпок. Это было время роскошных балов, дорогих ресторанов, первых автомобилей, грандиозных выставок и веры в безграничный прогресс. Именно в эту эпоху жил и работал художник Поль Жерве, человек, который словно поставил перед собой цель сохранить на холсте всю красоту уходящего мира. Сегодня его имя известно главным образом любителям академической живописи, однако при жизни он был знаменитостью. Его картины выставлялись на крупнейших салонах, его росписями украшали дворцы и казино, а французское правительство доверяло ему оформление государственных зданий. Мальчик из Тулузы. Поль Жан-Луи Жерве родился 7 сентября 1859 года в Тулузе. Уже в юности он проявил способности к рисованию и поступил в местную школу изящных искусств. Но настоящие возможности открывались только в Париже, художественной столице Европы. В 1879 году молодой художник отправился в Париж и поступил в Высшую школу изящных искусств. Его наставниками стали два выдающихся мастера академической живописи – Жан-Леон Жером и Габриэль Ферье. Жером был одним из самых влиятельных художников своего времени. Он требовал от учеников безупречного рисунка, исторической достоверности и технического совершенства. Эти принципы Жерве усвоил на всю жизнь. Позднее критики будут говорить, что в его картинах чувствуется школа Жерома – точный рисунок, внимание к деталям и умение создавать театрально-эффектные композиции. Победа, которая изменила все. Настоящий успех пришел к художнику в 1891 году. В июле того года Жерве получил главную награду Парижского салона. Для художника конца XIX века это было примерно то же самое, что сегодня получить «Оскар» в мире кино. Победа открыла перед ним двери в высшее общество и привлекла внимание влиятельных заказчиков. Но вместо того, чтобы почивать на лаврах, художник отправился путешествовать. Испания – школа великих мастеров. В том же 1891 году Жерве совершил большую поездку по Испании. Он посетил Сарагосу, Барселону, Бильбао, Гранаду, Севиль и Мадрид. В музеях он подолгу изучал произведения старых мастеров. Перед его глазами проходили полотна Веласкеса, Гойи, Мурильо, Эль Греко, Тициана, Рубенса и Брейгеля. Эти месяцы стали для художника своеобразным университетом. Он не просто рассматривал картины, он учился у мастеров прошлого передавать свет, фактуру тканей, пластику человеческого тела и эмоциональное воздействие композиции. Позднее он проведет несколько месяцев в Риме, где будет изучать античное искусство и живопись эпохи Возрождения. Художник прекрасных женщин. Если посмотреть на творчество Жерве, быстро становится понятно, что главной героиней его искусства была женщина. Он писал красавиц в античных одеждах, мифологических нимф, богинь, муз и героинь литературных произведений. При этом его работы редко выглядят откровенно провокационными. Жерве интересовала не столько чувственность сама по себе, сколько эстетика красоты. Его женщины словно принадлежат другому миру, миру грез, роскоши и вечной молодости. Неудивительно, что такие картины пользовались огромным успехом у публики Белл-эпок. Титания, Париж и мир мифов.
В 1900 году на Всемирной выставке в Париже были представлены две известные работы Жерве. Первая — «Суд Париса», основанная на древнегреческом мифе о выборе прекраснейшей богини. Вторая — «Титания и осел», созданная по мотивам шекспировского сна в летнюю ночь. Эти произведения прекрасно отражают характер творчества художника. Он постоянно обращался к мифологии, литературе и аллегориям, превращая их в эффектные зрелища. Для зрителей того времени такие сюжеты были своеобразным побегом от повседневности. Художник дворцов и казино. Хотя сегодня Жерве вспоминают прежде всего как автора станковых картин, при жизни большую часть времени он посвящал монументальной живописи. Его росписи украшали казино в Монте-Карло и Ницце, роскошные особняки и общественные здания. Одним из самых известных проектов стало оформление отеля «Памс» в Перпиньяне. Позднее художник получил заказы на оформление зданий суда, министерств, высшей военно-морской школы и даже Елисейского дворца. Это были проекты государственного масштаба. Фактически, Жерве стал одним из главных декоративных художников Франции начала XX века. Учитель нового поколения. Помимо творчества, Жерве активно занимался преподаванием. Он работал в Академии Витти, Академии Жюлиана и Высшей школе изящных искусств. Со временем ему даже доверили кафедру, которую прежде занимал его знаменитый учитель Жан-Леон Жаром. Для любого художника того времени это было знаком высочайшего признания. Мало кто знает, что Поль Жерве сотрудничал с известной табачной компанией Job, выпускавшей сигаретную бумагу. На рубеже XIX и XX веков фирма привлекала знаменитых художников для создания рекламных плакатов и календарей. Жерве создал несколько работ для бренда, благодаря чему его искусство увидели не только посетители салонов и выставок, но и тысячи обычных людей. Изящные красавицы с сигаретами в руках стали частью визуальной культуры эпохи Белл-Эпок и принесли художнику дополнительную известность. Орден Почетного легиона. В 1908 году заслуги Жерве были официально признаны государством. Художнику было присвоено звание офицера Ордена Почетного легиона, одной из самых престижных наград Франции. Это означало, что его вклад в искусство считался важным не только для художественного мира, но и для страны в целом. Когда эпоха ушла. Проблема многих художников Белл-Эпок заключалась в том, что мир вокруг них изменился слишком быстро. Первая мировая война разрушила прежнюю атмосферу беззаботности и роскоши. На смену академической живописи пришли модернизм, авангард, кубизм и сюрреализм. То, что еще недавно казалось вершиной искусства, стало восприниматься как пережиток прошлого. Жерве продолжал работать, но его эстетика постепенно выходила из моды. Он умер в Париже в 1944 году, прожив долгую жизнь и став свидетелем крушения мира, который когда-то воспевал на своих полотнах. Почему его стоит помнить сегодня? Сегодня картины Поля Жерве вновь вызывают интерес. Они позволяют увидеть Францию такой, какой ее представляли люди прекрасной эпохи: утонченной, романтичной, полной красоты и надежд. Его искусство напоминает о времени, когда художники еще верили, что красота способна сделать мир лучше. И, возможно, именно поэтому его работы продолжают привлекать зрителей спустя более 100 лет после их создания. Поль Жерве не совершил революции в искусстве и не создал нового направления. Он сделал нечто другое, сохранил на своих полотнах мечту о прекрасном мире, где царят гармония, красота и изящество. Пока одни художники стремились разрушить старые каноны, он оставался верен идеалам академической школы. И сегодня его картины выглядят как окна в исчезнувшую эпоху, когда искусство еще умело быть роскошным, чувственным и праздничным одновременно. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир искусства, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. А если вы сами художник, иллюстратор, фотограф или мастер хендмейд, приглашаем вас на alebrio.ru. Публикуйте свои работы, участвуйте в международных конкурсах и выставках, находите свою аудиторию и станьте частью большого творческого сообщества.
Ссылка в описании и закрепленном комментарии. До новых встреч!